Всем привет! Сегодня речь пойдет о аккумуляторе, очередном аккумуляторе от фирмы TP-Cell. То есть аккумулятор, как вы видите, на 10 ампер-часов. Аккумулятор построен на элементах 21700, а именно это элементы INR 21700 50S от Samsung. Вот, приехал, как всегда, с такой крышкой. От данной крышки я уже не раз упоминал в своих предыдущих обзорах, поэтому сегодня мы это дело опустим. Ну и вот такой вот вид аккумулятора сверху. Как всегда, нет отверстия под охлаждение во время зарядки. Есть индикатор зарядки. Аккумулятор ко мне приехал с зарядом 75%. В настоящий момент я его дозарядил до 100%. Ну и этот аккумулятор прошел 3 цикла разряд-заряд. Так, проверяю, заряжен ли аккумулятор. Пошел заряд. И буквально через секунду, видите, и сейчас заиграет опять же музыка, что аккумулятор у нас целиком и полностью заряжен. Вот. Это мы с вами посмотрели, убедились. Ну что ж, разбираем и смотрим и измеряем. Ставлю на паузу, разберу и обратно включусь. Разобрал я данный аккумулятор. Вскрываем крышку и смотрим. То есть отливка просто шикарная, пластик шикарный. Тут указано, что аккумулятор собран на элементах 21700. Ну и вот так вот выглядит плата БМС. Это кому интересно. Плата БМС имеет все защиты. Также имеется и балансировка. Данные 5 резисторов и 5 ключей транзисторов. Видимо, и это микросхема, хотя могу и ошибаться, непосредственно и отвечают за балансировку. Вот. Так, ну а мы едем дальше. Вынимаю аккумулятор. Так, первым делом нужно достать индикатор. Аккумулятор настолько плотно упакован, что просто трудно его достать. Здесь тоже пластик идеальный. Ну и вот такой вид имеет мой аккумулятор. Опять же, здесь указано INR 21700 50S. Но, видите, нигде не указан номинал баночки. А номинал одной банки 5000 мАч. Вот, отсюда 2 ряда по 5 и получается 10 ампер. Так, ну что ж, вскрываю данный скотч. В данном скотче ходят легенды просто. Почему они сюда применили скотч? Кто-то пишет, что они применили скотч для того, чтобы не окислялись медные пластины, которые находятся под никелевыми пластинами. Но я сразу могу с легкостью опровергнуть данную версию, так как ни о какой герметичности заклейки скотчем речи быть не может. Вода, если надо, она протечет вот мимо контактов всегда. Контакты у нас в углублении. А скотч так плотно все это дело не заклеит. Поэтому вот здесь скотч применен сугубо, чтобы закрыть все эти вот, изолировать никелевые пластины. Ну, смотрим на сварку. Вот такие жирненькие точки сварочные. И обращаем внимание, что под никелевыми пластинами находятся еще медные пластины. Честно скажу, не знаю, для чего они это сделали. Есть у меня только одна версия, для того, чтобы как можно больше уменьшить сопротивление всех этих вот пластин. Но, конечно же, могу и ошибаться. Аккумулятор оснащен, опять же, 2 датчиками температуры с 2 сторон, что обеспечивает очень хороший термоконтроль. И давайте займемся измерениями. Будем измерять общее сопротивление аккумулятора и общее напряжение. Так, для этого, наверное, я сюда положу тестер, чтобы вам хоть как-то было видно. Надеюсь, будет видно. Ну, просто я по-другому не знаю, как его положить. На какую-то поверхность, чтобы она не скользила. Так, если использовать корпус. Ну, наверное, как-то так. А я буду мерить где-то здесь. Так, итак, общее напряжение аккумулятора. 20,8 вольта. Будем так считать, да? 20,79. И общее сопротивление 13,34 миллиома. 13,34 миллиома. Теперь измеряем сопротивление каждой параллели. Итак, первая параллель
На борту у нас на параллели 4,16 вольта и параллель 5,67 Ома. Следующая параллель 4,16 напряжение, 5,6 миллиома. Следующая параллель 5,37 миллиома и также 4,16 вольта. Следующая параллель опять же 4,16 вольта и 5,41-5,42 миллиома. И крайняя параллель 5,3 миллиома и также 4,16 вольта. Вот 4,16 вольта нам говорит только о том, я думаю, вы сами все знаете о чем, что элементы полностью отбалансированы. Поэтому, опять же напоминаю, здесь есть балансировка. Ну и поскольку будем считать грубо 5,5 миллиом на параллели, то на одном элементе у нас получается примерно 11 миллиом. Хотя я думаю, что где-то будет около 9, так как если выбросить сопротивление наших пластин, вот этих никелево-медных, да, то получится в районе 9. Нашел я даташит, скачал, прочитал, очень много полезной информации, большое просто количество, здесь я не буду вам распинаться, про все рассказывать, расскажу такие основные моменты, то есть сопротивление по даташиту, вот одной нашей баночки, указано, что должно быть менее 14 миллиом. Это не значит, что оно должно быть 14, оно может быть и 9, и 8, и 7, и 11, и 12, и 14, но не более. Мы как бы в даташит вписываемся со своими вот измеренными, будем говорить, 11 миллиомами. Ну, в реале где-то будет, наверное, 1,9 миллиона, я так думаю. Что у меня дальше в планах? Дальше в планах собрать и поставить на тест емкости. Прежде чем поставить аккумулятор на тест, на разряд, хотелось бы вам сказать информацию вот именно из того же даташита. Не буду я здесь оперировать вырезками и вставками этих листиков, я думаю, смысла в этом нет. Вы все можете спокойным образом найти даташит вот на данные аккумуляторы, на элементы от Samsung, то есть это INR21750S, и все это дело прочесть. Так вот, вы все помните, в моих предыдущих видео я говорил, что ходят споры о том, каким же током правильно делать разряд аккумулятора. В даташите все это буквально описано, расписано. Так вот, элемент INR21750S на борту своем имеет 5000, по номиналу 5000 мАч и напряжение 3,6 вольта. Значит, разряд мы можем производить до 2,5 вольт на один элемент, а заряд до 4,2 вольта. Вот. Ну и там указано, что ток разряда в стандартном режиме, а нам надо именно стандартный режим, должен составлять 0,2% от С. Что такое С? С это определенная емкость, то есть наша банка с 5000 мАч, наш аккумулятор отдельный элементик, вот это и есть 1 С. И следовательно, если мы берем 5000 мА, 0,2% мы получаем ток разряда в 1 ампер. Но поскольку у нас два ряда и мы имеем 2 С, что можно сказать о данной цифре десяточка, да? То есть мы имеем 2 С, что составляет 10 ампер часов. И ток разряда, если мы будем брать по стандарту, как положено, 0,2 от С, мы принимаем наш весь аккумулятор за 1 С, и мы получаем ток разряда, стандартный режим 2 ампера. Вот этим током мы с вами и будем, соответственно, разряжать данный аккумулятор. Есть там еще и характеристика, помимо стандартного разряда, заряда, допустим, есть и номинальный. Вот, так вот, в номинальном, ток номинального разряда, по-моему, составляет 0,5 С. То есть можем сюда впендюрить и 5 ампер, как бы, по номиналу. Там также идет расшифровка, расписовка всех этих вот цифр, которые в итоге должны получиться. Вот. И что хочу на чем обратить ваше внимание, что 5000 мА, указанных на нашем элементе, это является номиналом. А в реале, опять же, в даташите все это дело указано, что наш заряд не должен быть ниже 4800 мАч.
немаловажной деталью, всегда мы с вами разряжаем там, допустим, от 21 вольта до 15 вольт. И смотрим, соответствует ли у нас тут заявленное 10 мАч, допустим, 10 ампер-часов. Так вот, в даташите сказано, что эта граница, заявленная, допустим, тех же 4800, либо 5, там указано больше, либо равно 4800 мАч. Так вот, эта граница должна составлять, получиться, когда мы разрядим наш аккумулятор от 4,2 вольта до 2,5 вольта, то есть до самого края. И вот это вот получается заявленная емкость. А не так, что мы с вами это все дело разряжаем до 15 вольт. То есть мы с вами по логике должны его разрядить до 12,5 вольт. Да, но так я рисковать как бы не хочу. То есть эти аккумуляторы можно ввести в какую-либо защиту и потом не вывести. Поэтому мы с вами разрядим сегодня этот аккумулятор до 14 вольт. Вот такие дела. Хотите со мной спорьте, хотите верьте. Включайте, ищите, читайте даташит. Я надеюсь, вам все будет ясно и понятно. Там очень большое количество информации и температурных режимов. Да, и температура должна составлять именно 23 градуса. Что мы тут как бы с вами не сможем сделать. Поэтому я вот что прочитал, то рассказал вам. Именно по даташиту от Samsung. Ну а мы продолжаем. Цепляемся к аккумулятору. И будем делать тест на емкость. Надеюсь, мои проводки эти 2 ампера выдержат. Но если не выдержат, то загорится тут что-то. Вот. Так. Смотрим, что я установил. Все значения по нолям. Надеюсь, хоть как-то да вам видно. Так, стоп, не надо нам. Все значения по нолям. Напряжение аккумулятора показывает точно такое, как мы измерили с вами данным прибором. По поводу качества и точности прибора, смотрите, в каком-то из моих обзоров я все это демонстрировал, чтобы вы не сомневались. Вот. Время разрядки у меня тут 28 часов, это ни о чем не говорит. И напряжение 14 вольт. Ну а теперь все это дело оставляем в покое, нажимаем кнопку и... Так, а что у меня здесь? Больше 185 ватт. Нажимаем кнопку и едем, да? Что-то у меня тут с этими разъемами не так. Не такое подключение разъемов, сразу у меня получается ошибка. Поехали. Все, видите. Ну, как все это дело закончится, а это примерно 10 на 2, 5 часов... Мы с вами включимся опять и посмотрим на результат. Кому интересно, хочу показать, что происходит во время заряда с температурой. Значит, обращайте внимание вот на этот вот провод минуса сразу. Так, как мне тут удобнее показать вам. Вот, что раскаленная спираль. То есть 2 ампера на данный тонкий проводок, и видите, как он греется. Ну и, соответственно, греется вон боковой транзистор у нас. Самое большее. И, конечно же, транзистор под радиатором. Собственно говоря, на который перекачивает всю нашу вот эту вот мощность. Вот такие вот красивости видны в тепловизор. Во время разряда аккумулятора захотелось мне проверить реальный ток разряда. Вот давайте смотреть. И реальный ток разряда в принципе сопоставим с заявлением. Видите, 2,0, 1,9, 2,0, 2,1. Вот такие вот скачки бывают. А так стоит стабильно 2,0. Вот заодно проверили и нагрузку. Ну и вот такие результаты мы получили. 9676 мАч. Разряд длился у нас 4 часа 50 минут. Ну и 18 секунд. Вот, до 14 вольт. Итак, приступаем к тестированию. Аккумулятор, как вы видите, заряжен на 100%. Снимаем его с зарядки сразу. Вот, и тестировать будем следующим образом. Проверил я данную воздуходувочку. Как-то хотел для себя проверить на аккумуляторе. Но
Вопрос в следующем, что данная воздуходувка работает всего лишь 4 минуты, и ее саму, не аккумулятор, а ее саму вырубают по термоконтролю. Так как в этом месте, вот где контактный башмак, становится очень горячо. Поэтому мы полностью аккумулятор прогоном на данной воздуходувке проверить не сможем. Будем проверять ровно 1 минуту. Сразу посмотрим напряжение, которое есть у нас на аккумуляторе. И после 1 минуты посмотрим, до каких пор напряжение, так сказать, просядет. А пока данная воздуходувка, хочу сказать, потребляет порядка 40 ампер тока. Для этого приволок свой блок питания, чтобы вам все это дело продемонстрировать и показать. Подключаем. Здесь будет шкала, сейчас я включу. 20 вольт, 0 ампер. Итак, врубаю воздуходувку, смотрим. 40 ампер при 20 вольтах. Давайте же мы с вами проверим тестером, сколько же здесь реально есть ток. Какой ток реальный. Так, постоянка нам нужна. И обнуляем значение. Подключаемся к нашей воздуходувке. Видите, наводка у нас уже 4 ампера идет. То есть от самого блока питания. Ну, к сожалению, дальше провод я не могу взять. Именно вот в районе блока питания. И от этой наводки избавиться никак не могу. И врубаем, смотрим. То есть здесь показывает 40 ампер, здесь 39. Надеюсь, вам было видно. Вот. Так, и теперь подключим щупы. Проверим еще напряжение, которое выдает блок питания. Переключаем вольты, переключаем на постоянку. Так, постоянка. Вот контактный башмак. Так, тестер, я думаю, вам будет все видно. Это у нас милливольты прыгают, не страшно. И смотрим. Ровненько 20 вольт. То есть точно так, как и показано на блоке питания. Надеюсь, согласны. Но на аккумуляторе 20 с копейками будет вольт. Поэтому сейчас все это дело я выключаю. Мы с вами все проверили. Вот, как долго держит конденсатор заряд. Так, это нам уже как бы не нужно. Сейчас проверим заряд на аккумуляторе и ровненько минутку мы с вами протестируем данную воздуходувку. Берем аккумулятор и смотрим, какой же у нас здесь заряд. 20,8 вольта, будем так считать, правильно? Запомнили, 20,8 вольта. Берем телефон, таймер, подключаем воздуходувку. Так, ну и что? И поехали ровно минуту. Погнали! Все, ровно минута. По-быстрому снимаем и смотрим напряжение батареи. 20,1. Видите, как оно снимает. То есть примерно 0,7 вольта потрачено за 1 минуту током в более чем 40 ампер. Потому как у нас не 20 вольт, а почти 21 вольт. Вот. Ну а на сегодня будем закругляться. Надеюсь, всем это что-то показало и дало. Вот. На данную штуковину обзор выйдет немножко позже. На этом всем спасибо, что были со мной. Надеюсь, какую-то информацию я вам преподнес. Полезную, не полезную уж решать уже вам. На этом всем пока. До новых встреч, до новых видео. Ну и крепкого, конечно, всем здоровья. Желаю, чтобы все.